А сейчас мы с вами увидим человеческий зрачок под микроскопом и разберем глаз в целом. Человеческая сетчатка обладает 5 миллионами цветных рецепторов, что в переводе на пиксели равняется 5 мегапикселям. Но не спешите делать выводы. Несмотря на это, глаз еще имеет около 100 миллионов монохромных рецепторов, благодаря которым мозг формирует общее панорамное изображение, что эквивалентное 576 мегапикселям, а вот это уже впечатляет. И угол обзора человеческого зрения 180 градусов, но распознавать объекты трехмерными может только в пределах 110 градусов. Эксперименты показывают, что человек обрабатывает и видит в среднем 150 кадров в секунду, и полагается, что при регулярных тренировках можно достичь 1000 и более кадров в секунду. Муха обладает мозаичным зрением, а ее глаза состоят из большого количества фасеток, примерно около 8000. Каждую фасетку можно рассматривать как крохотное глазное яблоко, которое тоже состоит из линзы и хрусталика. Благодаря такому устройству глаза муха способна мгновенно ориентироваться в пространстве, что по сути делает ее неуловимой для запущенного тапка. Фасетки видят лишь определенную область вокруг. Информация из них суммируется и выставляется в полноценную картинку. Так как фасетки расположены круговым образом, муха видит на 360 градусов все вокруг. Исследования показали, что острота зрения у мухи низкая, примерно в 100 раз слабее, чем у человека. Муха воспринимает 250-300 кадров в секунду, что помогает ей прекрасно ориентироваться при быстрой скорости в полете. А теперь давайте рассмотрим глаза мухи под микроскопом. Вот как раз и видны те самые фасетки, которые покрывают весь глаз в виде шестиугольников, и благодаря которым муха обладает таким уникальным круговым зрением. Итак, подведем итоги. Оба зрения уникальны для своих обладателей. Острота зрения у человека в 100 раз лучше, и он видит все красочно и четко. А у мухи преимущество в обработке кадров в секунду, что делает ее реакцию намного быстрее, и угол обзора у мухи больше в 2 раза.